Всем привет! Сегодня я хочу с вами сплести сумку треугольного вида, но я назвала ее «Энная линия Васильевского острова». Нам потребуются с вами вот такие металлические застежки. Ссылку на них я оставлю под видео. Я заказывала их на Алиэкспрессе различных диаметров. Вы можете на видео сейчас видеть, как они работают. Вот в эти вот дырочки в конце, когда мы наденем все шнуры, вставляются вот такие застежки, и они держатся. Они не магнитные, это просто металлические, как бы такие застежки. Они встречались, я думаю, вам на футлярах для очков, может быть, на сумках. Вот, нам потребуется также шнур 5 миллиметров. У меня это будет два цвета, горчичный и вот такой вот болотный. Вот на одну из сторон застежки я уже надела 10 отрезков как бы болотного цвета и 4 отрезка горчичного цвета. На вторую застежку, часть ее, мы сейчас с вами вместе наденем. Надевать я буду изнаночным креплением, то есть чтобы они изнанкой смотрели на меня. Нам потребуется сейчас вот 10 отрезков по 180 сантиметров одного цвета и 4 отрезка 180 сантиметров другого цвета. Вот смотрите, изнаночное крепление — это такое крепление, при котором как бы у нас не видно наши перемычки, она остается внутри. Надеваем на одну сторону и на вторую сторону. Вы можете цвета чередовать, вы можете все сделать одного цвета. Вот можете как бы взять 5 такого цвета, а все остальные другого. После того, как мы надели на одну и на вторую сторону застежки все наши отрезки, в итоге у нас получилось 20 отрезков одного цвета и 8 отрезков другого цвета, то я закрываю застежку вот такой вот штучкой, которая идет в комплекте вместе. Они мне пришли, все, то есть нормально. Мы должны вставить внутрь ее и потом подогнуть углы. Приступаем к плетению, и я, получается, вот так вот повешала на свой рейл. И сейчас начнем плести с вами квадратный узел. Но первые две нити с одной и со второй стороны мы никуда не вплетаем, начинаем с третьей, четвертой нити. И плетем квадратный узелок. Надеюсь, вы с ним знакомы. Если нет, то внимательно повторяйте за движением моих рук. И нам нужно будет сделать первый ряд, второй, третий, четвертый. И всего будет таких 14 рядов. Вот, но у вас может быть их больше, может быть меньше. Это все будет еще зависеть от длины вашей застежки, да. Может быть, если застежка длиннее будет, то лучше больше проплести. Если она будет меньше, то как бы логичнее, что меньше. Если вдруг вы плетете чехол для телефона, то он должен быть наоборот там вытянутым, да, либо для очков, то тоже должен быть вытянутым. Вот, а так продолжаем плести с одной и со второй стороны. Потом боковые, которые мы оставили с вами нити, они у нас тоже создадут квадратный узелок. Просто я не стала сразу их делать, а решила как бы их оставить и в конце. То есть если кто-то не знаком с квадратными узлами, чтобы ему не мучиться в начале, проплетая боковые, да, боковые квадратные, а сразу начать как бы с общего плетения. Вот я решила повернуть свою сумочку
И просто боковые с той стороны и с этой проплетутся таким же образом, как обычный квадратный узелок. И я думаю, так как я повернула рейл, то это намного нагляднее видно. После того, как мы все повернули, проплетаем первый ряд как бы до конца далее. После того, как первый ряд у нас готов, нам нужно перейти ко второму. И мы берем 2 нити от одного узла, 2 нити от второго и продолжаем плести квадратные узлы, но уже во втором ряду. Внимательно будьте в том плане, что закрывайте всегда как бы ряд, закрывайте круг, потому что не переходите ниже, на третий ряд, еще доплели второй, только когда завершили в круг плетения, то переходите к следующему. Не нужно никуда торопиться. Вот. Потому что иначе можно запутаться, а так прям вот по рядам, строго, четко по рядам. Как я и сказала, я проплетаю 14 рядов. И мне кажется, что этого будет достаточно. Вам по вашему усмотрению, сколько получается. Вот линейка я прикладываю, у меня 18 сантиметров моя застежка, и тут у меня где-то порядка тоже 17,5 сантиметров получилось плетение. Мне этого вполне достаточно. Сейчас будем переходить к закрытию нашей сумочки. Сейчас мы с вами все наши нити будем выворачивать. И вот смотрите, как соединение произойдет. Вот так вот. То есть у нас как бы есть ось, где застежка, а мы ей это будет не параллельно как бы соединено, а наоборот, как бы в разрез с ней мы будем соединять нити, чтобы у нас получился треугольник. Пока что просто все нити вытягиваем и немножко выворачиваем, не полностью, потому что из-за застежки у нас это не получится. Вот наша сумка, посмотрите, у нас вот застежка. Соединять мы будем как бы по-другому. Сейчас я располагаю узлы друг под дружкой, и боковые остаются как бы без пары. И сейчас самый боковой справа я беру у него 2 центральные нити и буду остальными узлами, как бы остальными нитями от узлов создавать и закреплять низ. То есть сейчас проплетать также квадратные узлы, но, внимание, проплетать я буду как бы не всеми нитями, которые у меня висят. Я обычно проплетаю только 1-й и 4-й нитью от узла. То есть 2 центральные нити, которые у нас не участвуют в работе, когда мы плетем квадратный узел, то их я здесь тоже не беру. Я вот, видите, сейчас 2 отложила и беру только как бы 4-й нити от каждого узла. И ими фиксирую квадратный узелок, чтобы закрыть как бы донышко. И дальше также пойду. У каждого узла беру 1-ю и 4-ю нить. Я надеюсь, что это достаточно понятно. И наглядно мне бы тоже
хотелось, чтобы вы поняли и наглядно. Вот сейчас, смотрите, я беру первую нить, потом проплетаю квадратный узелок. С одной стороны будет затягиваться легче, а с другой стороны подтягиваете сами. Вот, делаю. Далее я 2 нити пропускаю центральные и беру только последние, 4 нити. И так продолжаю идти до конца. У нас будет очень ровно закрываться наше донышко. После закрытия я просто отрезаю свои отрезки, там буквально 4-5 сантиметров. Вот, они мне потом не будут нигде мешаться, и оставляю эту сороконожку на самом деле просто внутри сумки. Уже никуда не заправляю их крючком, потому что поняла, что это не нужно. И так эти узлы хорошо держат, у меня ничего не расходилось. В общем, вот. Главное не делать их слишком короткими, иначе они начнут вылезать, из-под стенок нашей сумки. Сейчас уже подходим к завершению. Берем отрезок 80 сантиметров, складываем сумочку, как я показываю. Сейчас немножко откроем ее и наденем наш отрезок вот таким вот образом. Тоже как бы изнаночным креплением. И именно вверх, потому что это лучший способ для ручки, как мне показалось. Я пробовала и вниз, но вверх лучше всего смотрится. Мы надеваем наш отрезок, а сейчас поверх него мы будем плести квадратные узлы еще одним дополнительным отрезком. У меня он около 2 метров. Вот. Но это смотря также, хотите ли вы как бы сделать большую ручку, чтобы она свободно лежала на запястье, либо уже очень какой-то ее большой. В общем, тут нужно примерять, поэтому с запасом отрезайте. И начинаем плести квадратные узлы,
как я уже сказала, примеряя каждый раз. Если вы не умеете вот так начинать плести, то посмотрите на видео, как начинается. Плетем квадратные узлы и создаем цепочку из квадратных узлов, то есть чередуем левосторонний, правосторонний, левосторонний, правосторонний. Не путаемся, если ошиблись, то переплетаем, чтобы у нас все ровненько здесь вышло. После того, как мы сплели достаточную длину цепочки из квадратных узлов, чтобы у нас помещалась рука, то мы будем закрывать. Берем еще один дополнительный отрезок около 50 или более сантиметров и будем делать намотку. Обязательно посмотрите, как она делается. Если вы делали, то очень здорово. Если нет, то будьте внимательны. Мы складываем такую петельку и начинаем крутить вокруг нашей ручки будущей. Крутим несколько раз, от 2 и больше, это обязательное условие, а потом конец отрезка мы вставим в эту петельку и потянем за ту нить, которая у нас сейчас вверх торчит, и у нас скроется весь наш узелок под нашим плетением, и она станет намного красивее даже выглядеть, потому что подтянется. В общем, смотрите на видео, все максимально понятно, показываю. Ну вот, все спряталось. Сейчас нужно отрезать лишнее. Отрезаем. Просто можно зафиксировать суперклеем здесь. Но тоже у меня не расходилось. Пока что не вижу в этом никаких, ничего не вижу в этом, чтобы чем-то фиксировать. И вот наша ручка готова. Здесь она будет достаточно хорошо держаться. Можете там еще попробовать как-то пофиксировать по-всяко-разному ту застежку, которая нам предоставляется. Вот. А так наша сумка, треугольная сумка N линии Васильевского острова готова. Поздравляю вас. Присылайте свои, мне будет интересно посмотреть.